Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Признавайтесь, готовитесь встречать Новый год? Подводите итоги? А я тут добрался до рубрики «Спытаю у Пенса». Откроем ее торжественно. Фоном покажу фотоотчеты и комменты из-под ваших донатов. Сегодня и правда много. И машины, и запчасти, и старлинки, и теплаки, и смаколок, и много чего еще. Давно не отчитывался, поэтому накопилось. Но фоном отвечаю на ваши вопросы. Отпишитесь в комментах, насколько этот формат вам заходит или нет. А я после выхода ролла запилю в спільноті и в телеграм-канале новый опрос. Идет? Про те, як Пенс збирав на перший течик. Ну, не так, как некоторые свой первый миллион, это было сложнее предполагаемого, и я тогда зарекся заниматься этим впредь. Тем не менее, с тех пор было пригнано и отдано еще несколько машин, так что зарок я не сдержал. А если считать с теми авто, которые переданы и дедом, в них тоже есть часть ваших донатов и моих усилий, то там уже 47 ежекомобилев, если я не путаю ничего. То есть всего мы уже перевалили за 50 машин сообща. Это за неполный год. Да, только машин. Вдумайтесь, только автомобилей. Кстати, на канале есть плейлист «Донаты-отчеты». Там собраны все отчетные ролики, и в них вся история донатных трат показана. Это для тех, кто заявляет в комментах, что Пенс собирает себе на золотой унитаз и дурит людей. И, кстати, на экране ответ на вопрос «Какие у Пенса часы?» Купленные они на Али, стоили что-то около 400 гривен, служат верой и правдой, воды не боятся, нервы не треплют, кнопки только нажимаются сами по себе иногда, когда рукавом надавишь сильно. А так, отличные часы. Есть таймеры, секундомеры, даже будильник. Пленку с экрана не снимаю. Вдруг продать решу. Пойдут как новые. Як ви ставитесь до того, що у наш медіапростір тягнуть не таку ліберальну отое? Зависит от того, с какой целью это делается. Если чтобы они зацепились и закрепились в нашем информпространстве, категорически нет. А если это делается с целью измерения средней температуры по палате, то почему бы и нет? Это, например, когда огромный валун нависает над дорогой, и если навернется, наделает большой беды. Так что обученные инженеры обтыкивают его всяческими датчиками, измеряющими малейшее уплотнение давления или, наоборот, ослабление такового. Нам также нужно знать не только, что на уме у этих людей, но и то, какую форму имеют эти мысли, к чему нам готовиться. Понятно и ясно давно, что самые мерзкие и пакостные решения, которые могут быть приняты ими, они примут и постараются воплотить, но хоть чутка ориентироваться в этой антилогике. В общем-то, им нечего у нас делать. Если они нам полезны, то они должны заниматься развитием каждого своего национального дома на руинах империи. Нет, вообще не иметь эфирного времени в нашем пространстве, и их для нас не должно существовать в противном случае. Хотя все чаще ловлю себя на мысли, когда вижу в экране имперцев, хоть прокремлевских имперцев, хоть оппозиционных имперцев, очень хочется задать вопрос. Шо ж вы у себя не выступаете в телеках? Негде. Пролюбили. Закончим когда? Никого не желаю видеть у нас. Вот представителей Тумбы-Юмбы не зовут в эфиры. И ничего, всем хорошо. Как-то так. Що думаєте про Цензорнет? Що думаєте про Андрія Луганського? Цензор, в общем, не является главным информационным блюдом в меню. Цензор – потомок мамонтов, как УП. Не всегда отвечает критериям незаангажированности и достоверности, но оперативный и часто прям эксклюзивный. Блоги и дискуссии по-прежнему имеют недостатки модерирования, но пусть будет, иногда очень нужен. А Андрей Луганский – один из крупных YouTube-UA сегмента блогеров, помогает в работе еще нескольким блогерам, поэтому у него тоже не всегда хватает времени на личный проект. В зарадах мной замечен не был. Несколько раз виделись на акциях, но лично не знакомы. Тем не менее, Андрея я ценю за трудоголизм. Не всегда он максимально точен, как хотелось бы, чаще сам не определился со взглядом, но сил не жалеет и очень хочет добиться правды всегда. Мне странно, что его каналы не миллионники, но и Пенс не в трендах. Так что все нормально. Все свои здесь. Это самое важное. Пенс, на вашу думку, скільки триватиме війна? Дякую. Простой вопрос со сверхсложным ответом. Давайте все же для начала определимся с тем, что вы понимаете под завершением войны. Выход на международно признанные границы 1991 года? Или устранение, купирование угрозы на Донбассе и возврат на 24 февраля 22? В первом случае, когда наши враги перетрутся, то есть когда им будет нечем воевать и кем воевать. Это значит, что мы должны сделать так, чтобы они не успевали делать новое и восстанавливать старое или поврежденное железо.
чем мы будем выводить его из строя. А это, к сожалению, не зависит от нас. Наша цель скорее утилизировать и их железо, наших партнеров, осторожно ослабить и истощить Московию относительно кем воевать, чтобы там народ драпал от призыва и мобилизации. Или делал так, чтобы за конкретным чуваком больше некому было приходить. Тогда, мне кажется, закончится горячая фаза и начнется что-то другое. В любом случае, я абсолютно уверен в этом. До тех пор, пока Московия не превратится из империи обратно в разношерстные территории, покоя нам не видать. Во втором случае все произойдет раньше, но это не будет тем окончанием, которое принесет долгожданный и длительный, что немаловажно, мир. Если вас интересует в принципе устранение угрозы с востока, ведь можно смотреть дальше, там еще дальше есть Китай, то это трудный вопрос, на который наша элита, да и мировая, чего уж там, не имеет ответа. Для нас жизненно необходима декомпозиция империи на отдельное национальное образование и последующий контроль за ними в рамках безопасности. Кто и как это будет обеспечивать? Вопрос открытый. Запад не желает в это влезать, а Восток допускать к этому опасно. Так что остается шо? Опять мы? В любом случае, мне кажется, нам еще долго платить по счетам из прошлого. Мы их создали, нам их и облагораживать. Но, отвечая на вопрос по горячей фазе, максимально коротко скажу так. Если нас не сольют из Банковой, то верю, что к следующему Новому году мы будем осматривать Белгород з коптерів онлайн. Ответил? Що ви думаєте, як говорять злі язики про намагання ОПИ розкрутити кампанію з дискредитації пана Залужного? Учитывая их болезненную зацикленность на рейтингах, будут уничтожаться сначала медийно все, кто может представлять угрозу. Поэтому, учитывая опыт отчаянной борьбы против Порошенко, не исключаю. За этими петрушками нужно смотреть очень внимательно и бить по рукам сразу же, как только что-либо вредное заметим. Дело же не только в Залужном. Когда мне говорят, что наши телодвижения в этом направлении не имеют смысла, я говорю примерно так. Представьте, что мы сейчас говорим в 2013 году, в октябре. Вы можете представить в этом случае весь объем будущих изменений с нами произошедших за 9 лет? Вы можете поверить в то, что это все реально? Вы вспомните просто перекрытые кортежем Януковича дороги и вздрогните. Я вот вздрагиваю. Все буде Україна, як говорить Олена Степова. Лупайте цю скалу, лупайте, не лишайте її дітям. Може запропонувати волонтерам допомагати і нашим енергетикам? А и кому именно вы предлагаете донатить? Ахметову Гудку? Суркисом? Григоришину? Вы в курсе, что с Нового года поднимается стоимость электроэнергии в Украине, нет? Вы скажете, что на часе вспоминать былое. А когда порох огнобили в разгар, когда Кривоноса, Муженко, Марченко, сотни и тысячи вообще неизвестных широким массам людей, было на часе? Давайте хоть здесь мы прекратим кривить душой наконец-то. Это одно из первых проявлений взросления. Як думаєте, коли нарешті ДТЕК заберуть у Ахметова та повернуть обленерго? У ДТЕК на фоні теперішнього терроризму в Одессе полный бардак. А считаете, стоит? Стоит возвращать государству? Если бы государство было действительно хорошим хозяйственником и распорядителем нашего имущества и состояний, разве сейчас была бы потребность в массовой волонтерской деятельности? Ну и сидела бы полстраны за ее границами. Зачем усугублять беспомощность государства еще и на энергетическую составляющую? Бизнес должен работать там, где у него это получается. Только он должен быть именно бизнесом, а не олигархическими кормушками. И должен отвечать и за свои слова, и за свои действия. Отвечать, а не гудеть. Я пока ответов не видал ни от кого, признаюсь. Чи зрозуміють українці, що своїм вибором на зло Порошенку поставили Україну на край прірви, і не завдяки Бонавтіку Україна бореться, а дякуючи ЗСУ і таким, як ви, Пенсе? Дякую. К сожалению, вопрос риторический. Это задача для эволюции, но эта госпожа весьма нетороплива. Те люди, которые раньше кричали «хоть поржем», сейчас кричат знаете что? Цитирую таксиста одного. «У меня полно вопросов к Зеленскому, но сейчас не время». Вопрос у меня не к Зеленскому, а к этим людям. А когда будет время? Когда дети вырастут? Когда трава зазеленеет? Или когда рак на горі свисне? Свисніть мені, я хоч подивлюсь. Законопроект про медиа. Зеленые проголосуют, и оппозиция окончательно закроет рот. Да, они уже давно и многократно доказали, что у них правило работает одно. Своим все, другим закон.
И с ковидными ограничениями, и с непонятным обогащением, и я тихонько пойду в лес, и с антиолигархическим якобы законом. Да за что не возьмись, да только не закроют они нам рот. Это ж не граница отодвигать. Как говорят на Донбасі, задолбуться пыль глотать. Як зупинити цих регіоналів-опозажистів, які йдуть проти волі народу, проти НАТО, проти Європи? Зараз все робити на часі. Гроші на ефір, дороги і так далі беруть у всіх, а наших воїнів ігнорують. Смотрите, у нас, казалось бы, слуга народа выиграла последние выборы, нет? То есть такова была воля народа. В том числе, чтобы все рыги-пассажисты остались у власти. Ну, потому что это одна компания, о чем и у Пенса в том числе неоднократно говорилось до выборов еще. А зелень потом все лишний раз доказала. Вот у людей, которые за это все голосовали, спрашиваю и слышу в ответ: не на часе. То есть большинству нравится текущее положение дел. Им только отдельно взятый Шуфрич не нравится. Я правильно ж понимаю? Хозяйственников подавай. Да побольше. Будем ржать. Журнал «Таймс» зробив обкладинку з фото найвеличнішого. Чи розуміють там, що коїться в ОПІ, що там українським і не пахне? Это только тренды, за которыми следуют СМИ. За доспехи немного желающих заглядывать. Любые СМИ живут трендами. Тренды двигают СМИ. Политику двигают другие силы. СМИ нужно кого-то прославлять. Вот они и прославляют, до кого дотягиваются. А политика двигается силой денег, которые двигаются силой власти. Задайте себе вопрос. «Таймс» влияет на политику или описывает ее? Наша родина вважає, що майбутнім президентом має бути один з тих, хто захищав Україну на полі бою, чи підтримує ЗСУ такого кандидата, як колись підтримали ухилянта Боневтіка. Слава ЗСУ, смерть ворогам. Так и спросите у ЗСУ. Желательно, чтобы будущим президентом стал не просто хороший пацан, а еще и толковый, потому что просто хорошего парня нам уже продали. Нам бы сейчас выбрать Чорновіла. Да только не сильно я в это верю. Не забывайте, что в ЗСУ тоже прості люди ТМ з такими же недостатками і слабостями. Пенсе, що там з волонтерами? Влада вже відлюбилась від вас, чи й надалі вставляє палки в колеса? Нет, не отлюбилась. Они ждут пополнения реестров. До какого-то числа надо внести себя в реестр. Иначе... Но там фишка в том, что после добровольного ТМ внесения в реестр надо каждую трату подтверждать документально. Иначе... Ну и вот я приведу два примера документального подтверждения потреб. Первое. Ландшафтные дизайнеры попросили помочь с ремонтом девочки. Мы с вами помогли. Девочка работает. Второе. В Польше на трассе у наших закончился бензин и деньги. Я взял и перебросил с карты на карту на топливо. В обоих случаях из документов переписка в сигнале. Как считаете, посчитает налоговая эту переписку документом или нет? Так что впереди нас ждут большие терки с гундосой властью. Большие. Як закрити карнавал імені Єрмака і Боневтіка Янілоховича? Тут все просто. Просто не смотреть от слова вообще. Рейтинги упадут так, что АПА начнет искать другие средства, чтобы сесть посполитым на уши и гадить в мозги. А все эти крикливые приспособленцы пойдут к Дедушке Морозу. Які ТГ-канали читаєте? Штук 100. Телеграм не главный источник информации. Там слишком много воды и фейков. А можна про майбутнє? Чи відбудуться вибори в Раду в 2023-му і доля монобільшості зажопінців та інших часток Залмойського? І як же не згадати Єрмак, Татаров, генпрокурори? Чи понесуть відповідальність Зеленський і його шобли за тисячі загиблих українців за підготовку до капітуляції? Чи готове українське суспільство реально оцінювати дії влади після 24.02.22? Взагалі прогноз розвитку країни після перемоги? Да никуда они не денутся, потому что они являются частью нашего социума, имеют поддержку, нравится это нам с вами или нет. Так что и на выборы они пойдут, возможно, новыми лицами, и в политике останутся. Настанет ли ответственность, зависит от нашей с вами гражданской позиции, от того, кого именно мы выберем. Будущее я пока определился с тем, что именно нам нужно, чего мы хотим, а там и до реальных результатов недалеко. Сначала было слово, так ведь? Ну, ви не забувайте і про Тулу хейтити, бо не зарахується. О, снова этот политико-юморист. Он прекрасно со своим пиаром справляется самостоятельно. У него для этого есть штаб, охрана, пиар по телекам, чего и близко нет ни у кого из настоящих волонтеров.
А уж какой пиар будет, когда Притула поднимет свои БПЛА «Шарк» в воздух, если, конечно, поднимет. Там же в чем прикол, если не знали. Шарки эти легко пробиваются рэбами нешироких. Прям настолько легко, что впору извиниться и вернуть деньги донатерам, отменить проект и заняться делом, вместо сбора денег на предвыборную программу. Но это не в стиле пинчуковской команды. Они до последнего будут делать вид, что все хорошо, а потом привычно отмываться от грязи, молчанием. Так что не волнуйтесь так за Притулу. Оно не тонет. Следите за сообщеннями. Пенсику. Наскільки я пам'ятаю, 80% обленерго України належало рашистським олігархам Бабакову та Григоришину. І щось я не чув, щоб у них щось забирали на користь держави. Може, я щось пропустив і чогось не знаю, бо у нас тут з інформацією не дуже, то просвітіть, якщо є така можливість, чи бажання. А еще в конце июля СНБО что-то там такое говорило о введении временных администраций на предприятиях энергетической отрасли, где есть монопольное влияние и угроза нацбезопасности. Речь шла об Ахметове, Суркисе, Новинском, Григоришине, Коломойском с Боголюбовым, Левочкине, Бойко и Воеводине. Как видите, фамилии не только соседские. С тех пор ничего не слышно. Потому что вряд ли власть упустила бы такую возможность похвастаться. Так что, похоже, эти господа нашли, как договориться в ОПИ, чтобы и это решение пролежало под сукном в статусе наисрочнейшего, как это было с решением по ОАСКу. З прийдешніми святами, хунто. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.